Всем огромный привет! Наконец-то вышло видео об организации на кухне. Вот такой бардак у нас был в начале. Перед этим мы разбирали все коробки. Я выбрала всю посуду, которая у меня есть. Вот ее нужно сейчас перемыть, все это убрать. Половина посуды можно помыть в посудомоечной машине, но остальное буду мыть руками и убирать все этикетки. И да, кто первый раз на канале, это кухня после ремонта. Кто хочет посмотреть ремонт с нуля, переходите на канал Будни Федора. Там мы снимали с самого начала, как мы переехали с первого же дня. Самая главная задача для меня — это помыть 2 окна, потому что они не просто грязные. Я думаю, что те, кто мыл окна после ремонта, знают, что это такое. Я мою 2-й раз. В Сочи мы покупали квартиру тоже в черновой отделке, и окна были просто ужасные. В этот раз, конечно, было почище, но все равно без жесткой губки не обошлось. Вначале я вроде начала мыть обычной тряпкой. Взяла простое жидкое моющее средство, разбавила ее с водой и начала мыть. Но, естественно, ничего не отмылось. Я взяла обычный скребок, который я использую для стеклокерамики, для варочной панели. И, естественно, все отлично отходило. Я имею в виду со стекол. Ну а сам пластик я мыла с помощью 1 литра воды. Туда добавила 1 стакан уксуса и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Естественно, губка не мягкая. Я вам потом ее покажу. Покупала в фикс прайсе. И все прям идеально отошло. Не пришлось мыть повторно. Обязательно это нужно делать с перчатками, но я, как всегда, сначала одену, начну все мыть и потом их сниму. Вот никак не могу привыкнуть с ними работать. Кстати, многие писали по поводу робота именно для мытья окон. Да, он у нас тоже есть, конечно же. Мы показывали обзор на нашем 2-м канале, основном. Да, он действительно отлично справляется с мытьем окон, но не после ремонта. А так, раз в месяц или даже раз в неделю, кто моет часто окна, конечно, он идеальный. Фасад дома мы еще не делали, но в этом году вряд ли успеем сделать навесы, поэтому каждый раз, когда идет дождь, у нас окна прям грязные. И вот в этих случаях, конечно же, будет помогать наш робот-пылесос для окон. Что мне в них действительно нравится, так это тряпки, которые идут с ними в комплекте, идеальные. И да, такой лайфхак: каждую тряпку, которая идет в комплекте, можно просто вывернуть и использовать повторно, и только потом постирать. Told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light?
that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? А в конце, чтобы окна блестели, я использую вот такой пылесос для стекол. Идеальный. Он хорошо справляется со своей задачей, все высасывает, не оставляет разводов абсолютно. Использую я его также для зеркал в спальне, в ванной. Ссылочку на него же оставлю, может быть, кому будет интересно. Давайте вблизи я вам покажу, как он справляется с каплями, с разводами. Прям легко, одним движением. Зарядки хватает, кстати, надолго. Я помыла 2 окна, и там зарядки было еще, больше половины. Поэтому, думаю, на весь дом помыть зеркала. И еще у нас одно в спальне, большое окно, точно хватит. С уличной стороны мыть было намного легче. Просто с помощью моющего средства и пылесосом все хорошо отмылось. Единственное, я не достала до верха. Пришлось попросить Федю, чтобы он принес стремянку повыше. Но про робота-пылесоса в этот момент я не подумала, потому что было не до этого. Хотелось быстро все закончить. Там можно было его использовать, потому что грязи там таковой не было. Там были просто разводы. Но все, я закончила мыть окна. Как же приятно смотреть такие чистые стекла. Остается только поддерживать эту чистоту. Ну а впереди у меня мытье окон в спальне, в гардеробной, в общем, во всех комнатах, даже в ванной. Вы знаете, что у нас там большое окно. Поэтому дела достаточно. Но самое главное — это просто хотя бы закончить сейчас ремонт. Ну а теперь приступаем к кухне. Нужно будет пропылесосить все ящики, шкафчики, помыть все внутри и снаружи, и уже распределить всю посуду, которая у меня есть, организовать все по возможности. Сегодня я хочу это сделать в нижних ящиках, во всех. Мне нужно все убрать со столешницы, все организовать, и потом уже приступать готовить обед и ужин. Проснулась я около 6 часов утра и начала все разгребать. Хотелось поскорее убрать этот бардак, потому что кухню мы фактически старую, которая у нас была в гардеробной, уже вынесли. И мне нужно было навести везде порядок, чтобы мы как-то где-то пообедали. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we
just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it all we had. It's time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. You've got your head down, just like when we first met. I can't believe it's ending. Why did we fuck it up? So stupid and upsetting. How can I give you up? We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. Let's stay here in this moment, pretend that we're not broken, and kiss me like you used to do before it all went down. 'Cause when the moon is falling, our love will turn to nothing. So kiss me like you used to do before it all went down. Give me this one night, hold me one last time, and kiss me like you used to. За кадром я половину посуды уже перемыла, начала все это ложить в шкафчики. Естественно, все не могу показывать, потому что видео получится очень длинным. Думаю, не всем будет интересно прям, чтобы по минутам все это показывать. Начала разгребать то, что мы купили в Икее. Подставки для тарелок, кстати, очень удобно. Очень жаль, что сейчас Икея у нас закрыта. Я бы заказала еще. Также купили пленку, которая идет под посуду. Она антискользящая. Я не говорила, что вся посуда, то есть тарелки, кружки и так далее, все у нас будет снизу. Скажу честно, что мне неудобно. Неудобно, что тарелки и кружки находятся сверху, постоянно туда тянуться, тем более у меня рост маленький. И сколько уже лет мы прожили на квартирах, в Сочи в нашей квартире у нас все было сверху. Это неудобно, во всяком случае для меня. Поэтому при покупке кухни я не покупала сушку. Я сразу сказала, что посуда будет снизу,
той, которой мы пользуемся ежедневно. И поэтому я купила подставки под тарелки. Еще заказала с Ньючик, кстати, тоже подставка, так как Икеи у нас сейчас нет. Вот. Они есть везде, и на Озон есть, и на Алиэкспресс есть, поэтому найти можно. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Ну и, конечно же, самое мое такое любимое дело — это наполнять контейнеры. Я думаю, что все это любят. Вот. Их я перемыла руками, все абсолютно, потому что пластик, он в посудомойке плохо отмывается, остаются разводы. У меня все в контейнерах. Все крупы, сахар, там все для выпечки, мука и так далее. Все в контейнерах. Мы заранее все это покупали. И я вам скажу, что насколько много у меня их. И сейчас их осталось несколько. Даже в ванной комнате я их буду применять. Я потом покажу обязательно организацию в ванной комнате, в гардеробной. Это очень удобно. Я знаю, что многие говорят, что зачем пересыпать, это лишнее время. Но я наслаждаюсь, когда я открываю шкаф и все в такой одинаковой упаковке. Мне это нравится. Конечно, вы можете оставлять все в упаковках, и тем более, если крупы вы расходуете очень быстро. У меня просто круп очень много. То есть еще половина, наверное, я не докупила то, что я хотела. Поэтому, если все прям покупать, все ложить в контейнеры, у меня их даже мало.
По поводу организации, конечно же, мы будем все переделывать, скорее всего, по 1000 раз. Это, наверное, все делают. Вот. Но сейчас мне нужно организовать так, как я задумала в начале. Вот, допустим, сейчас момент, когда я показываю организацию в шкафчике, в стеклянном, да, Федя говорит, что эти контейнеры будут здесь лучше смотреться, но я потом передумала, потому что они перегружают шкаф. За стеклянными дверцами, мне кажется, нужно поставить какой-нибудь сервиз красивый или какие-нибудь блюда, но не эти контейнеры. Все для выпечки у меня будут вот в таких пластиковых контейнерах. Они очень удобные, маленькие, хорошо прям закрываются. То есть, если даже их перевернуть или уронить, то с ними ничего не случится. Они будут у меня под духовкой. Там у меня 2 ящика. Один будет именно под эти контейнеры, все для выпечки, а второй снизу будут мои все противни. Don't forget to light the candles. Chase the shadows with those bright lights. Keep the warmth up through the cold nights. Let the children play with gifts and dreidels. Share these moments with my loved ones. I can see the light reflecting in their eyes. Welcome to the first of nights. Celebrate a miracle. И еще я обожаю свою бутылочницу. Я очень рада, что мы не сделали 20-ку, то есть 20 сантиметров. Нам предложила сделать 40, и это очень удобно. У меня есть разделители, про которые я вам говорила на канале Будни Федора. С их помощью никакие бутылки никуда не деваются. Их я также хотела прикупить, но, к сожалению, сейчас это сделать невозможно. Но пока меня все устраивает. Celebrating that it's not too late to try. Welcome to the first of nights. Celebrate a miracle. Ooh.
Ну и в конце, конечно же, после того, как я все убрала, я протираю шкафчики еще раз. Если честно, я протерла их, наверное, разов 5 точно за этот день. Хотя визуально именно на этой кухне никаких следов абсолютно не видно. Хотя многие нам писали, что белая кухня это ужасно, это постоянно нужно ее мыть. Но я вам так скажу, у нас в Сочи была квартира белая с серым, матовая. Белую я протирала там раз в неделю, допустим, а серую несколько раз в день. Может быть, я 100 раз уже говорила об этом, но я не могу об этом забыть, потому что это был кошмар. Даже бывали дни, когда я просто плакала, потому что ты просто открываешь холодильник, и следы остаются. И представьте теперь, сколько раз в день открывается холодильник или шкафчик под ложки, вилки. Он у нас тоже был серый. Кто не видел ремонт нашей квартиры в Сочи, у нас есть ролик на канале Будьте Федора. Я обязательно оставлю ссылочку внизу. Можете посмотреть. Но еще одним делом, которым я занялась в этот день, это сушка фруктов. Единственное, что мы съели их буквально за 2 дня. Это вкусно, полезно, с чаем или просто поесть. Вечером мы решили повесить шторы, потому что, сами понимаете, окна большие, и включая свет, за окном все видно. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're... Гладила я ее своим парогенератором. Получилось очень быстро, одним движением, особенно тюль. Еще был бы он беспроводной, то цены бы ему не было. Хотя, может быть, сейчас они уже и есть. Но насчет мощности, не знаю, у меня он очень мощный, и я глажу с помощью его все и вещи, и постельное, и вот шторы. Я вроде бы уже все закончила, мне нужно будет сейчас поехать за продуктами, купить все и начать готовить. Так, я привела себя в порядок. Сейчас поедем в магазин. Прежде чем начать готовить, естественно, нужно будет приобрести все закупить. Может быть, даже закупим на неделю вперед. Как видите,
косметика моя здесь, потому что гардеробная еще не готова, и мне приходится вот так краситься на диване, либо в ванной, ну или в нашей спальне тоже можно. Вот. Ну, я надеюсь, что гардеробная скоро будет готова. Так, мы уже вышли с магазина. Зай, привет. И вам привет. И тебе Так, привет. смотрите, я купила вот такие формочки. Это нужно нам будет для пирожного. Я ссылочку обязательно оставлю на Озоне. Да, мое сердце она похитила. Не, ну такие прикольные. Их можно не только для пирожного, но и как бы использовать тут печенье, например, какие-то делать. Вот. Будем сегодня готовить фисташковые пирожные, простые в приготовлении. Начнем с малиновой начинки. Можете взять также клубнику. Пробить ее блендером, если у вас нет готового пюре. И начнем готовить. Для нее нам потребуется сахар, крахмал, желатин и очень холодная вода. А вообще все ингредиенты будут на экране и под видео. Желатин замачиваем в воде, хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков, и отстаиваем для набухания. Далее в сотейнике соединяем крахмал, сахар и фруктовое пюре. Все хорошо размешиваем. После кипения оставляем еще минуты 2 на плите и выключаем. К этому времени желатин уже набух, добавляем его к горячему пюре и хорошо перемешиваем. И затем массу выливаем в заранее подготовленную форму. Форма у меня 20 сантиметров диаметром. Ну и все, готово. Убираем это все в морозильник где-то минимум на 4 часа, а лучше всего на ночь. Следующим этапом приготовим фисташковый бисквит. Для него нам потребуется фисташковая мука. Ее можно заменить обычной мукой, если у вас ее нет, например, или не любите вкус фисташек. Разрыхлитель обязательно, сахар, сливочное масло и 50 грамм обычной муки. Если будете заменять фисташковую, то плюс еще 20 грамм. Первым делом нам нужно соединить и просеять сухие ингредиенты. Это фисташковую муку, разрыхлитель и обычную муку. Хорошо все перемешиваем. Отдельно взбиваем 2 яйца с сахаром. Должна получиться вот такая белая пышная масса. Ну и, конечно, сахар должен полностью раствориться. Вот такой должна получиться масса. Далее добавляем сухие ингредиенты и перемешиваем уже лопаткой. Нужно максимально сохранить объем. Отдельно нужно растопить сливочное масло и добавить к тесту. И также аккуратно, медленно все перемешиваем, и наше тесто готово. Противень можете взять абсолютно любой. У меня круглый 26 сантиметров. Главное, чтобы высота теста была не более 6-7 миллиметров. Учитывайте еще то, что оно обязательно поднимется. И выпекаем в ранее разогретой духовке до 180 градусов. Режим вверх-вниз без конвекции. Бисквит готовится очень быстро, минут 5-7. Важно его не пересушить. После того, как он будет готов, оставляем его где-то минут на 40 для того, чтобы он остыл. После чего достаем его, и вы посмотрите, какая красота у нас получилась. Он очень пористый, мягкий, воздушный. Я советую приготовить именно по этому рецепту. Вот эти формы, которые я сегодня вам показывала, они должны быть немного меньше, чем сама форма для пирожных. Если же у вас нет такой формы для пирожных, можете сделать в виде тортика. Будет еще легче. Ну а я вырезаю вот такие формочки из бисквита. Все это делается очень просто. Получаются вот такие милые сердечки. Я также вырезала сердечки побольше своим деткам. Они любят их есть просто так, без крема. До сборки пирожных нужно накрыть бисквит пищевой пленкой и отправить в холодильник. Там он может храниться несколько дней. Теперь приготовим сырно-фисташковый мусс. На экране будут ингредиенты все точные. Сыр творожный, желатин, очень холодная вода, сахар, фисташковая паста. Если ее нет, можете не добавлять. Ну и обязательно сливки 33%. Первым делом мы
смешиваем желатин с холодной водой, все перемешиваем и отставляем. Далее к творожному сыру добавляем сахар и хорошо все перемешиваем. Нам нужно добиться однородной массы. Далее идет фисташковая паста. Все хорошо перемешиваем. И за это время желатин уже набух. Нам нужно его распустить. Делаем это в микроволновой печи. Он должен получиться жидкий. И теперь мы его добавляем к нашей массе. Если она холодная, лучше всего ее нагреть, чтобы желатин не пошел комочками. Тем временем достаем холодные сливки и взбиваем. Взбить нужно до густой сметаны. Все готово, осталось дело за малым. Берем наши сливки, смешиваем ее с фисташковым муссом. Все аккуратно перемешиваем и получаем безумно вкусный мусс. Он настолько вкусный, что его можно есть ложками. Если есть у вас кондитерский мешок, то берем его. У меня, к сожалению, не было его в наличии дома, поэтому мне пришлось делать все ложкой. И выкладываем мусс в формочки где-то до середины. После чего берем фруктовую начинку, делаем все быстро, потому что она тает прямо на глазах. Вырезаем форму и выкладываем на наш мусс. Сверху на начинку выкладываем также мусс, хорошо прям выравниваем. И сверху идет бисквит. По желанию можно также его промазать муссом. Отправляем все в морозильник, и получается вот такая красота. Излишки можно убрать руками, но, честно говоря, я не старалась это делать, потому что делаю я для дома. Для красоты можно покрыть пирожные шоколадным велюром, например. Ну, а можно оставить вот так. После того, как все будет готово, отправляем пирожные в холодильник для того, чтобы они разморозились. Хватает примерно около 2 часов. Вот так выглядит в разрезе пирожное сразу после морозилки. Ну а после холодильника оно, естественно, намного мягче, вкуснее. Поэтому я настоятельно рекомендую все-таки разморозить пирожные. Ну а потом наслаждаться его вкусом. Сейчас будем готовить быстрый обед. Быстрый, потому что времени, к сожалению, у меня мало. Я уже поставила готовиться картофельное пюре для деток. Борщ у меня тоже стоит в холодильнике со вчерашнего дня. Будем готовить заливку безумно вкусную, которая подходит как на запеканку, как на лазанью. Очень вкусно получается. Так и на пиццу даже. И готовить мы будем не на один раз. Я всегда заранее делаю и потом замораживаю. Для нее нам потребуется 2 помидора, 1 большая болгарка, ну или 2 можете взять, 1 лук и чеснок. Все нарезаем небольшими кусочками, можете вообще пополам просто порезать. Там такого значения не имеет. Просто чем меньше, тем быстрее приготовится в духовке. И все готово. Посыпаем специями, оливковым маслом или растительным и отправляем в духовку 180 градусов, режим вверх-вниз. Далее берем кастрюлю, туда наливаем 2 стакана куриного бульона, ну или я знаю, что девочки даже с водой делали. Ну, честно говоря, не пробовала, и мне кажется, что это будет не очень. Отправляем в кастрюлю наши овощи и все пробиваем блендером. С этой заливкой будем готовить грудку с картошкой в духовке. Мелко нарезаю лук. Далее берем грудку, ну или можно любое другое мясо на ваш вкус. Нарезаю кубиками, обжариваем на сковородке. После того, как вы все обжарили, готовим картофель. Нарезаем также соломкой. Можно даже заранее сварить, чтобы все это приготовилось намного быстрее. Форму для запекания промазываем маслом. Первым слоем выкладываем мясо обжаренное с луком. Далее картофель. Обязательно посолить, поперчить. Ну и заливка, которую мы сделали сейчас. Сверху посыпаем сыром. Это намного вкуснее, чем делать, допустим, томатную пасту с водой или майонез и так далее. Правда, попробуйте, я прям рекомендую. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку. Режим вверх-вниз. Если картофель сырой, то накрываете фольгой,
отправляете на 20-25 минут, потом открываете и допекаете. Если же вы уже сварили картофель, то есть он уже мягкий, то можно без фольги. Тем временем я разливаю нашу заливку по формам. Вот такие формочки у меня небольшие. Одной формы хватает на одну лазанью, допустим, или 2-3 пиццы. Заливка должна остыть, и потом отправляем ее в морозилку. Ну и наш обед готов. Пирожные я уже вам показывала. Запеканка получилась прям очень вкусная, мягкая, грудка сочная. Вот, картофельное пюре. На первое у нас борщ. Ну и сделала такой свежий салатик. Ну и на ужин у нас будет вок с овощами. Для него нам потребуется соус терияки. Лапша удон всегда беру в пятерочке именно такую. Она очень вкусная и готовится прям быстро. В течение 3 минут. Главное не переварить. Ну и соевый соус. Это обязательно. Без него вкус совсем не тот. Я покупаю именно этот. Также брала в пятерочке. Хватает надолго. И в конце посыпаем кунжутом. Первым делом обжариваем овощи. У меня это болгарский перец, лук и морковь. Про свои заготовки и вакууматор я расскажу в отдельном видео. Это очень интересная тема. На самом деле узнала об этом недавно. И овощи, и мясо, все как будто только куплено свежее в магазине. Далее берем грудку, нарезаем соломкой и отправляем к нашим овощам. Если у вас есть еще пекинская капуста, обязательно добавьте, это очень вкусно. У меня, к сожалению, не было ее. Одновременно ставим сотейник, варим нашу лапшу. Варить ее нужно недолго, где-то около 2 минут. На упаковке написано около 3 минут, это до готовности. Но мы варим где-то 1,5-2 минуты и отправляем к овощам. Все хорошо перемешиваем, добавляем соус терияки и после 2-3 минут выключаем. Посыпаем все кунжутом, и мы еще любим поливать бальзамическим соусом. Попробуйте, безумно вкусно. И всем, кто сейчас обедает или ужинает, тоже приятного аппетита. Wish you the best and say goodbye. Ну и давайте посмотрим, что же у нас получилось. Повторюсь, эта организация, конечно же, будет меняться. Но цель на сегодня, я скажу, я выполнила на все 100%, убрала, прибрала все аккуратно сложила. Верхние шкафчики я пока не трогала, не организовывала. Буду делать это постепенно, потому что коробку не все я распаковала. Что было в упаковках, я пока сложила просто и убрала наверх. Итак, с самого начала у нас идет пенал. В нем 3 полочки. На первой я разместила миксер, блендер, то есть то, чем я пользуюсь постоянно. Здесь рядом столешница, то есть достал, и не нужно никуда тянуться. На второй полочке вакууматор, весы, скалка также под рукой. Далее идут тарелки, которыми я реже буду пользоваться. То есть какие-то салатники или индивидуальные тарелки, когда придут гости. Ну и сверху та посуда, о которой я вам говорила, она еще в коробках, их нужно разобрать. Снизу идут 2 узеньких ящика, кстати, они очень удобные. В первом я разместила пакеты для мусора, перчатки, тряпки. Второй ящик это все для выпечки, то есть всякие ножи, термометры, формочки для выпечки, зип-пакеты, пергамент, фольга, ну и так далее. Большие противни, формы для выпечки у меня лежат в отдельном ящике, я чуть позже их покажу. Снизу у нас идут 3 выдвижных ящика, и я рада, что мы сделали именно ящиками. В первом посуда для подачи, которой я пользуюсь постоянно. Не вся посуда здесь, конечно, еще, но основная. Следующий ящик с консервами, банками, кофе, то есть то, что лежит в упаковках.
Конечно, килограмм 10 там сахара или муки сюда не положишь, но всякие макароны в упаковках, рис, чай, кофе, соль, почему бы и нет. И третий ящик также отведен под продукты в упаковках. Под мойкой у нас идут два ящика. Первый не открывается. Второй маленький, узенький, идет под салфетки. Здесь также сейчас лежат влажные и тряпки рулонами, но я их уберу. Единственное, что я оставлю, это вот эту баночку. Тут у меня Пемолюкс, который я использую для тарелок, кружек, кастрюль и так далее. Ну и в самом низу это контейнеры. Продаются они в Икее. В первом контейнере у нас лежат пакеты именно после магазина. У нас их постоянно очень много. Во втором овощи. Два остальных контейнера под мусор. Мы сортируем его. После посудомойки ящик большой 80-й. Под вилки эти контейнеры мы также покупали в Икее. Тут все из этого магазина, не буду повторяться. Второй ящик под тарелки, я его уже вам показывала. Ну что я могу сказать? Удобно. Антискользящий коврик также советую. Вот вы можете посмотреть, как я дергаю шкаф, и тарелки никуда не деваются. Можно было даже не покупать вот эти подставки под тарелки, это чисто для удобства. Ну или у кого нет коврика, то, конечно, эти подставки очень выручают, потому что тарелки прям хорошо в них лежат. Вот эту беленькую я покупала в магазине New Chic, но остальные все с Икеи. Далее третий ящик. Кастрюли, сковородки. Ковшика, кстати, здесь еще не хватает. И все крышки у меня идут в другом ящике. Я сейчас покажу вам. Над плитой идут кружки, стаканы, рюмки, те, которыми мы пользуемся постоянно, то есть каждый день. Также здесь мерный стаканчик и стаканы, которые я использую для выпечки, для того, чтобы взвесить что-то, удобно. Далее идет чайный ящик, я его так называю. Здесь у нас сладости, сахар, кофе, чайник заварочный. Упаковка, кстати, под чайные пакетики, это с Fix Price. И мелкие тарелочки также использую под чайные пакетики, уже использованные. И в третьем ящике лежат крышки, про которые я вам говорила. Подставка под крышки, это из Икеи. Чашки всякие и блюда, в которых я храню готовую еду в холодильнике. Далее идет бутылочница. Она у нас 40 сантиметров шириной. Здесь я разместила все специи, мука, рисовая мука, черный и красный перец, лавровый лист, сито для муки и мельницы для соли и перца. Все прям идеально поместилось. И второй ящик с разделителями, о которых я вам рассказывала, с Икеи. Справа у меня уксус и масло в закрытой упаковке, а слева моющие средства, также закрытые. Ну и в баночках, в упаковках это Пемолюкс и сода. Итак, последние два ящика, которые находятся в пенале над нашей духовкой. В первом все для выпечки. Я не все еще организовала, потому что не докупила многое. Орешки, мак, например, не хватает, ну и так далее. Единственное, что нужно, это подписать для удобства, чтобы в дальнейшем не перепутать. Хотя я и так прекрасно знаю, что где лежит, но все же. Вот, допустим, в первом это кукурузный крахмал, далее миндальная мука, сахарная пудра, снизу сахарозаменитель, ну и кокосовая стружка. Это я перечисляю все, что можно перепутать как-то. Ну а остальное все: какао, кунжут. Ну и снизу, я думаю, все догадались, это противни.
остальные большие, у меня там есть 3 противня самых больших, которые занимали бы много места, я их убрала наверх. Ну и сверху покажу вам один шкафчик, полностью организовала. Это наши крупы. Вот отсюда я убрала сюда. Я считаю, что они здесь лучше смотрятся, чем в стеклянном. Ну а туда уже я помещу какие-нибудь сервизы, красивую посуду. Ну а вы напишите, где, по вашему мнению, они смотрятся лучше. Остальную часть кухни-гостиной я сниму в следующем видео. Ну и все, наши дорогие. На этом мы видео будем заканчивать. В этот день мы переехали с нашей ужасной кухни сюда. Первый раз пообедали, поужинали. Отметили, конечно, потому что жить одновременно, делая ремонт, особенно с маленькими детьми, требует огромного терпения и, конечно же, сил. Ну а вам, наши дорогие подписчики, в это непростое время желаем здоровья и быть рядом со своей семьей.